Баклажаны любите? Не любите? Сегодня полюбите. Хотите вкусный рецепт с баклажанов? Поехали! Нам понадобится баклажаны 6-7 штук, помидоры 4-5 штук, шампиньоны полкилограмма, лук 1 большой, перец острый, чеснок 1 головка, оливки 100-120 грамм, масло сливочное 70 грамм, пармезан 50 грамм, твердый сыр 100-150 грамм, молоко 700-800 мл, соль, перец черный молотый, тимьян молотый, мука 1-2 столовых ложки. Лук измельчаем как можно мельче ножом. Не измельчайте блендером, не трите на терке, только ножом. В кастрюле растопим сливочное масло. Добавим немного растительного, чтобы сливочное не горело. Пол чайной ложки соли. В кипящее масло высыпаем лук. Когда лук размягчится и начнет обжариваться, добавляем 1 столовую ложку с горкой муки. Хорошо перемешивайте, чтобы мука не перегорела. Когда немного изменится цвет, выливаем молоко. 1 чайную ложку черного молотого перца. И добавим еще пол чайной ложки соли. Варим постоянно, помешивая. Загустение зависит от качества муки и молока. Понадобится от 10 до 20 минут. Когда начнет загустевать, закидываем пармезан. Можно порошок пармезана, 2 столовых ложки. Как только растворится, снимаем с плиты. Пусть постоит с закрытой крышкой. Нарезаем помятые и обсушенные шампиньоны. Мелко не нужно. Вот так, дольками. Отправляем на сухую сковородку. И немного посолим, чтобы грибы максимально отдали воду. Черный перец. Баклажаны нарезаем кружочками по 7-8 мм. Обжариваем в разогретом растительном масле с 2 сторон. Выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла. Помидоры нарезаем кружочками, как и баклажаны, но потоньше. Измельчаем чеснок. Оливки порежем колечками. Пока мы все подготавливали, соус уже подостыл. Отправляем туда чеснок и перемешиваем. Количество регулируйте на свой вкус. Острый перец нарежем колечками. На дно формы выкладываем часть соуса. Сверху слой баклажанов. На баклажаны выкладываем шампиньоны. Пересыпаем частью твердого сыра.
Снова оставшийся соус. Выкладываем в последний слой ряд баклажанов, чередуя с рядом помидор. Посыпаем сыром. Раскидываем по поверхности оливки. Добавьте острого перца по вкусу. Хотя бы несколько колечек. Даже если не любите острые, с перцем намного вкуснее. В разогретую до 180 градусов духовку отправляем нашу вкуснятину. Как только сыр сверху начнет подрумяниваться, извлекаем. Там все готовое. Ничему долго запекаться. Теперь сверху посыпаем молотым тимьяном. Мой сын вообще не ест баклажаны. Совсем. Это блюдо он стрескал целую тарелку за обе щеки. Друг, благодаря твоим лайкам и комментариям YouTube будет продвигать наш канал. Если тебе нравятся наши рецепты, не пожалей пару слов, чтобы поддержать наше развитие.